Привет! В этом видео речь пойдет о самом сильном ХДДТ игроке в прошлом, а именно о Хвик 225. Хвик 225 это тайваньский игрок 1998 года рождения. Он специализировался на ХДДТ. Его аккаунт был зарегистрирован 15 ноября 2008 года. Цифры в его нике означают дату его рождения. Первая двойка это число месяца, февраля, а 25 это число. Через достаточно короткий промежуток времени он попал во всемирный топ игроков, где и остается до сих пор. В 2009 году он сменил ник с Хвик 225 на Snow White, затем вновь вернул свой первоначальный никнейм в 2014 году. Хвик был одним из первых игроков, кто начал ставить просто невероятные на то время скоры с хидденом и даблтаймом. Также он был одним из первых, кто начал ставить большое количество скоров на картах с AR-10.3 и High BPM. Тогда люди думали про AR-10.3 то же самое, что и сейчас люди думают про AR-11. До августа 2014 года Хвик соревновался в фарме Sayonara Buy, еще одним достаточно сильным корейским ХДДТ игроком того времени. 1 июня Хвик ставит очень сильный скор на тот момент, вкашнув Хажизора Ноима СС, дифу с ХДДТ и получив за нее 489 pp. С 17 августа 2014 года Хвик ставит самый ППшный скор на тот момент, вкашнув старый ремоут контроль с хидденом и даблтаймом, получив за него 558 pp. После этого ФК Хвик забирает первую позицию в мировом топе на долгое время. Однако, уже в конце 2015 года игрок под ником Рафис начинает усердно фармить и начинает навязывать соперничество Хвику. Рафис, так же как и Хвик, играл хидден и даблтайм, из-за чего за их противостоянием было еще интереснее смотреть, ведь зачастую они соревновались в фарме на одних и тех же картах. 8 августа 2015 года Хвик ставит два очень сильных скора, транслируя свою игру на твиче под ником Sakura Frost 225. Первый скор это ФК длинной версии Хажисора Ноима с хидденом и даблтаймом, за который он получил 552 pp. Затем он ставит первое в мире ФК на Мирайзу с хидденом и даблтаймом, за которое ему дали 663 pp. На протяжении всего соперничества с Рафисом Хвик ставит очень сильные скоры. Как пример, ФК Stellarium Pleiades с хидденом и даблтаймом, за который он получил 658 pp. Также первая в мире ФК на Dream Solistar с хидденом и даблтаймом, за которое он получил 711 pp.
Хвику с переменным успехом удавалось держать первую позицию вплоть до 10 мая 2016 года, но после этого Рафис его окончательно обогнал, а за ним подключился и Кукизи, сместив Хвика на третью позицию в топе. Более того, к ним начинают приближаться Ангел Сим, который впоследствии ненадолго заберет себе первую позицию в мировом ладере. К этому моменту Хвик перестает играть так активно, как играл до этого. 10 октября 2016 года Хвик ставит цепочку сильных скоров, после чего уходит в инактив из-за сильного инпут-лага. 9 октября Хвик играет Real версию Remote Control с хиденом и даблтаймом и 3 миссами, за что получает 646 pp. Затем он играет Шинсаку на Шиавасе Ва Кочера, Хэппи Дифу с хиденом и даблтаймом с одним миссом и получает 643 pp. 10 октября он ставит еще 4 сильных скора. Первый — ФК Цукинами Фрагайл с хиденом и даблтаймом, получив за него 687 pp. Второй — ФК Юма Чизу с хиденом и даблтаймом Extra Div, за который он получил 637 pp. Третий — Акацуки Зукио Тэйянгс Экстра с хиденом и даблтаймом с 3 миссами, за что он получил 585 pp. Четвертый — очень сочный ФК Сакура Наута Эйфория с хиденом и даблтаймом, за который он получил 683 pp. Хоть он и ушел в инактив, но все еще иногда поигрывает в ОСУ. Как доказательство этому, он сделал очень сильный пас на карте Scarlet Rose с хиденом и даблтаймом, набрав при этом почти 900 комбо. Также хотелось бы отметить, хоть Хвик и был ХДДТ игроком, но он также ставил очень сильные скоры в других сочетаниях модов. Например, он вкашнул Параока Бут с хиденом и хардроком и очень долго держал топ-1 на ней. Еще он вкашнул Бибука с Раира Гахоу с хиденом и хардроком, и до сих пор это единственная ФК с хиденом и хардроком. В комьюнити ходит пара мемов, связанных с Хвиком. Например,
Многие говорят не он, а она по отношению к Хвику, чем триггерят многих незнающих игроков, и меня по первости в том числе. Также в сообществе Хвик обрел никнейм RG за его любовь к РГ и за то, что он зачастую играл карты, связанные с аниме или РГ. Также хотелось бы отметить, что первое, что заметит каждый человек, зайдя на стрим Хвика, это его хват. Выглядит он очень интересно, но он не всегда был таким. На ранних лайфплеях видно, что раньше у Хвика был обычный хват, но впоследствии он эволюционировал в то, что мы видим сейчас. Также Хвик долгое время играл на очень старом скине и не собирался с него уходить. Большинству играть на таком скине было бы просто нереально. Хвик все еще заходит в игру и скорее всего следит за игроками, но возвращаться пока что не собирается. По крайней мере, никакой официальной информации по поводу его возвращения нет. На данный момент он заходит в ОСУ только ради маппинга. Выражаю благодарность FireDigger'у за помощь в создании данного видео. Подпишитесь на его группу, там очень много интересных постов, связанных с ОСУ комьюнити. Также не забывайте посещать стримы на этом YouTube канале. Там вы сможете задать любой интересующий вас вопрос или же просто погрузиться в уютную атмосферу стрима. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за просмотр. Удачи!